продолжаю выполнять коллекцию простейших, но эффективных приемов фрезеровки. И в этот раз фрезеровка, не фрезеровка, а сверление на середине нужной мне детали. Итак, у меня есть деталь, вот у нее есть выступ. И мне нужно сделать два отверстия, каждое из которых должно располагаться, во-первых, на середине этого выступа. И если условно деталь разделить на две части, то на каждой из половинок ровно посередине. У меня, конечно, есть трехмерная модель, чертеж, но дело в том, что деталь, базовые размеры задавались как стартовые, а деталь подгонялась под нужные условия. И, соответственно, менялась геометрия. Но, тем не менее, мне нужно размещать эти отверстия в середине вот этих середин. Как мне сделать это без сложных расчетов, без разметок и прочего? На этот раз потребуется кромкоискатель. И нужно, все, что нужно, это проделать, определить вот эту центральную точку. Вот эту. Сначала нахожу крайне левую сторону. Ставлю 0. Потом нахожу вот эту сторону, вверх детали. Теперь нахожу правую координату правой стороны. (18,7 миллиметра). Получается середина 9,3. И теперь ищу середину вот этой стороны. (60,96 делим на 2). Середина, вот эта середина будет находиться на 30 миллиметрах 48 сотых. Итак, я нашел середину вот этого выступа, геометрическую середину. И теперь я могу, имея координаты нуля этой детали, в этой системе координат выставлять любую позицию, любое отверстие с любой точностью. Так как мне нужно по осевой середина вот этого отрезка, то я беру 30,48 полученные данные и делю еще раз на 2. Получается 15,24 будет середина с этой стороны, и от нуля сюда 15,24 середина этой. Вот и все. Итак, я просверлил два абсолютно симметричных отверстия. И
и не привязываясь к абсолютным размерам детали. Деталь может быть в 2 раза меньше, в 2 раза больше и иметь любой размер, но всегда я смогу находить середину, исходя из геометрии конкретной этой детали. И поэтому быть максимально точным. На этом все.